Приветствую вас, дорогие любители вязания крючком! В этом видео мы разберем с вами самый простой способ вязания крючком домашних слитков. Данный способ вязания домашних слитков крючком вы можете брать за основу, дополнять, изменять и вязать на любой размер ноги. Для вязания данных слитков я использую пряжу Alize Lana Gold, это полушерсть, 100 грамм на 240 метров, и использую крючок номер 3,5. Выполнив вязание вместе со мной таких простых слитков, обязательно ставьте класс к этому видео, пишите комментарии. А сейчас берем пряжу, крючок и приступаем. Берем пряжу, делаем скользящую петлю. Разворачиваем, выполняем вязание первого ряда в центр петли. Ввожу крючок, захватываю нить, фиксирую. Затем вяжем 6 столбиков без накида. Вытягиваю нить, через 2 петли на крючке, рабочую нить протягиваем, столбик без накида 1. Повторяем 2, 3, 4, 5, 6. И при вязании слитков я рекомендую обозначать вам завершение ряда. В 6-й ввожу маркер и фиксирую. Вязание первого ряда выполнили и петлю затягиваем. Вязание второго ряда выполняется следующим образом. В каждый столбик без накида первого ряда вяжем 2 столбика без накида. Вот первый, ввожу крючок, захватываю нить, столбик без накида 1, в это же основание, столбик без накида 2. И так повторяем еще 5 раз. Вязание третьего ряда выполняется без прибавлений. И выполняем вязание столбик без накида за каждый столбик без накида предыдущего ряда. В этом ряду всего 12 столбиков без накида. Вязание четвертого ряда. В этом ряду выполняем прибавление петель. И смотрите как. В первый столбик мы выполняем вязание 2 столбика без накида с одним основанием. Затем выполняем 1 столбик без накида. И так повторяем еще 5 раз по кругу. После чего выполняем вязание 5-го ряда, в котором у нас будет 18 столбиков без накида. Вязание 6-го ряда. Выполняем 2 столбика без накида с одним основанием. Далее 2 столбика без накида за следующие 1 и за следующий 2. И повторяем это еще 5 раз по кругу. Затем выполняем вязание следующего 7-го ряда, всего 24 столбика без накида. Выполнив вязание 7 рядов, у меня получается так. Вязка у меня свободная и мне достаточно уже расширения, поэтому дальше я буду выполнять только 24 столбика без накида в каждом ряду. При этом последний столбик без накида я обязательно отмечаю. Если здесь ширины в вашем случае еще мало, тогда продолжите вязание следующим образом. Выполняйте 2 столбика без накида в первый, затем 3 столбика без накида. И повторите это вязание по кругу. Таким образом у вас также прибавится еще 6 столбиков без накида. Затем следующим рядом выполняйте без прибавления и при необходимости повторяйте принцип этих 2 рядов. Выполняя вязание рядов, обязательно примеряйте и смотрите, какой глубины вам будет достаточно. Затем смотрите,
Это последний столбик без накида. Смотрим здесь. 2 столбика без накида с одним основанием. Это у нас 6-й ряд. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Всего у меня здесь 14 рядов. Затем, смотрите, располагаю вязание так и отмечаю чуть больше половины петель. От маркера до маркера будем выполнять вязание подошвы. На этом этапе можете посчитать, сколько у вас оставлено открытых, сколько будете провязывать столбиков без накида. Это делается для того, чтобы второй выполнить точно так же. Вязание здесь у нас было завершено, я этот маркер убираю, выполняю воздушную петлю подъема, вязание разворачиваю, первый столбик без накида пропускаю, в следующий ввожу крючок, столбик без накида 1. И затем до следующего маркера выполняю вязание столбиков без накида. Затем, где второй маркер, его также убираю. На этом месте выполняю также столбик без накида, воздушная петля, вязание разворачиваем. И также в крайний мы не выполняем столбик без накида, а в следующий. И также выполняем вязание столбиков без накида этого ряда до конца. В завершении вязания второго ряда, смотрите, столбик без накида и за воздушную петлю подъема также обязательно выполняем столбик без накида. Затем воздушная петля, вязание разворачиваем. Над первым столбиком мы столбик без накида не вяжем, здесь у нас расположена воздушная петля подъема, а вязание столбиков без накида начинаем со второго. И выполняем вязание этой части необходимой длины. Также вяжем и примеряем. Выполняя вязание рядов подошвы, я выполнила столько, и мне этого достаточно. Обязательно в процессе вязания так соединяйте и примеряйте, достаточно ли вам длины данной подошвы. В завершении здесь еще также прокалываем 2 слоя и соединяем. И смотрите, вязание тапочка у нас сейчас уже выполнено. На этом этапе можно цвет поменять и выполнить обвязку по кругу. Я же здесь нить не буду менять и выполню с вами. Смотрите, следующим образом выполняем воздушную петлю. И затем выполняем столбики без накида за каждый ряд. Столбик без накида. Прям в край прокалывайте и выполняйте вязание. И выполняем обвязывание по всему периметру. Получается у нас столбик без накида за каждый ряд. В завершении обвязывания выполняем соединительную петлю в первый столбик без накида этого ряда. Вытягиваю нить и протягиваю. После чего через эту петлю рабочую нить еще протягиваю, на небольшое расстояние отрезаю. После чего рабочую нить на изнаночную сторону также при помощи крючка вывожу, ее дополнительно здесь фиксирую и после чего отрезаю. Обязательно зафиксируйте. Выведите на изнаночную сторону начальную нить и зафиксируйте ее здесь дополнительно столбиками без накида. Вязание второй пары выполняю аналогично первой. Начало вязания точно так же, расширение до 24 столбиков без накида, затем общее количество здесь 17 рядов, затем вязание подошвы я выполняю на третьей части всех петель. То есть
Открытых у меня здесь получается 6 столбиков без накида. На остальных я выполняю вязание столбики без накида, и у меня получается подошва. Также дополнительно выполняю расширение рядов для того, чтобы сама пяточка была выше. Выполнив вязание подошвы, смотрите, у меня здесь получается 1, 2, 3, 4 такие полоски, то есть 4 раза в одну сторону и в другую я здесь провязала. Затем делаю одну воздушную петлю, вязание разворачиваю и затем выполняю вязание, таким образом прибавляю в начале и в конце ряда по одной петли, по одному столбику без накида, то есть с каждым рядом количество столбиков увеличивается на 2. При прямом вязании мы не выполняли столбик без накида в первый столбик без накида, то есть в последний этого ряда. А когда выполняем расширение, мы сделали воздушную петлю и выполняем в первый столбик без накида. В начале ряда мы прибавили один столбик без накида и выполняем вязание ряда до конца. В завершении вязания этого ряда, смотрите, также делаем столбик без накида, и в крайнюю за воздушную петлю мы выполняли один столбик без накида. А в этом ряду мы выполняем вязание еще одного столбика без накида. Тем самым в конце ряда мы тоже сделали прибавление. Затем воздушная петля, вязание разворачиваем. Также в начале ряда мы выполняем столбик без накида за первый. И затем вязание продолжаем до конца. Также в начале ряда плюс один столбик без накида и в конце ряда также. И так выполняем несколько рядов. Маркером я отметила начало рядов с прибавлением, и смотрите, у меня всего получилось 1, 2, 3, 4. Пятый ряд вяжу до середины, затем складываю лицевой стороной внутрь и также выполняю соединительными петлями шов пяточки. После того, как слитки полностью готовы, конечно же, их украшаем. Для украшения можно использовать просто контрастную нить и обвязать слитки. Можно выполнить вязание цветков и бантика. Видео по вязанию этих элементов у меня есть на канале, прямые ссылки в описании под этим видео. Ставьте класс к этому видео, пишите комментарии, вяжите с удовольствием и, конечно же, до новых встреч!